Здравствуйте, с вами Кинокафе, с вами по-прежнему Давид Суралидзе и Игорь Маликов. И сегодня мы хотели бы поговорить о таком фильме знаменитого и, можно сказать, легендарного режиссера Артура Пелешана «Времена года» и о некоторых других его картинах. Наиболее известная картина Пелешана не только «Времена года», но еще самый главный фильм «Начало», который он снял, собственно, еще будучи студентом в ГИКа на 5-м курсе. Это была такая короткая лента документальная, где была нарезка с хроники, все это было положено на музыку «Время вперед». Представлял собой такой, если не манифест, то концептуальную картину, философскую, и то, что потом называли поэтическим кино. А «Времена года» продолжает эту традицию. Картина без дикторского текста, без слов, где все строится исключительно на изображении и на том методе, который открыл, собственно говоря, сам Артур Пелешан. То есть, по сути, поговорим позднее. По сути, Артур Пелешан является родоначальником поэтического документального фильма. В некотором роде да, хотя сложно сказать, что именно он впервые открыл такую вещь, как поэтический документальный кинематограф. Это было все-таки до этого, но он его значительно развил, скажем так. Сейчас во многом это имя связывают вот с этим направлением. Хотя это не только его заслуга, то есть, скажем, заслуга его не только в поэтическом кинематографе. Пелешан замечательный теоретик кино и практик. И тот метод, который он открыл, действительно, метод называется метод дистанционного монтажа. Он написал книгу про него. Он написал книгу и статьи, сначала статью, потом книгу. Вот, это действительно вот его новшество, которое было позднее использовано вот в картинах замечательного режиссера Годфри Реджо, который сам называет себя учеником Пелешана. Но перед тем, как говорить о дистанционном монтаже, о теории кино, лучше вот сначала поговорить о самой картине «Времена года». В картине практически нету закадрового текста, то есть его нету вообще. Его нету вообще, ни в одной картине Пелешана нету ни закадрового, ни кадрового голоса. Что, по сути, как-то противоречит канонам документалистики. И, опять же, нету титров. То есть, по сути, картина строится на монтаже и на музыке. На музыке, на монтаже. Вот, у него там Вивальди играл и народные мотивы какие-то. Да, но не могу сказать, что это прям противоречит документальному кино, потому что кино начиналось как документальное кино. Скажем так, сейчас на канале Discovery очень не используется, не практикуется подобное кино. А это научно-популярное кино. А не игровое кино, оно очень довольно широко распространено, то есть, в смысле, это имеет разные формы. Это не обязательно научпоп, есть картины документальные, скажем, на 10 минут старше Герца Франка, где мы просто смотрим мальчика, который наблюдает спектакль. Смотрим, как изменяется его лицо. Там нету слов, нету дикторского голоса, но все понятно, о чем эта картина. И замечательно образец такого кино. Кстати, даже не поэтического. А Пелешан, он рисует, создает такой мир документальный, да, окрашенный действительностью. Преподносит вот эту действительность в виде такого, не приключения, какого-то эпоса, сказания, вот, исключительно с средствами кинематографа, то есть монтажа и операторской работы. Годфри Реджо считает Пелешана своим учителем. Да. Он снял много картин, и в том числе картины. Немного 5 картин. 5 картин, из них 3 картины, да, из них 3 картины были созданы с Филиппом Глассом, таким знаменитым композитором. Это Коэнискаци, Накой-Каци и Томакаци. И где мы можем, допустим, в том же самом Коэнискаци уловить идеи, вот эти Коэнискаци напрямую. Идеи Пелешана, идеи удаленного монтажа. Дистанционного. Удаленным можно и так назвать. Да, то есть идея Пелешана сводилась к тому, что если взять 2 кадра, которые рассказывают некую историю или просто эмоционально значимы, например, кадр, там человек падает со стула или с крыши, и в конце он лежит на земле.
Вот, но поставить их не рядом, а растянуть на весь фильм. И между этими кадрами поставить любые другие кадры. Едут машины, летят самолеты, хоть люди, хоть метро. А все вот эти промежуточные кадры будут восприниматься как дополнение вот этих двоих основных ключевых кадров. И если вспомнить картину Реджо Кенни Скатса, где как раз в начале взлетает ракета, в конце она взрывается, вот все, что происходит между этими двумя ключевыми кадрами, является развитием этой идеи. И в конце, когда мы видим конец, мы понимаем вот все целиком. У Пелешана сами эти кадры, их может быть несколько, не обязательно начальный конец были только в картине «Мы», где были горы, причем вот снятые вот с затемнения. А что сейчас очень активно используется, кстати говоря, в трейлерах. Вот если мы смотрим любые современные фильмы, там, трейлер на современные боевики, мы видим буф, затемнение экрана, бабах. Это все придумал, в принципе, Пелешан в своем картине «Мы». Когда мы видим в начале фильма, из затемнения выходит гора, бам, звук, уходит изображение. Даже сам Пелешан называл это так, звук уходит в изображение уходит в звук. То есть мы перестаем видеть изображение, слышим вот этот самый какой-то звук. I see dead people walking around like regular people. I don't see anything. Are you sure they're there? Sometimes you feel it inside, like you're falling down real fast. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. That's them. They get mad. It gets cold. How often do you see them? All the time. They're everywhere. Ну, то есть это вот как в трейлерах этой осенью. Да, черный экран и дыдыщ. Вот это самый принцип, он очень действительно эффективно психологически действует на людей. Да, и Пелешан это использовал в картине всего 2 раза. Вот если мы посмотрим, мы это в начале, в конце, это был дистанционный монтаж, который передавал вот эту общую картину. Мы видим горы, мы видим пустой камень, и дальше рассказывается история армянского народа, который на этом камне как-то умудрился выжить, что-то посадить, пережить землетрясение, дать там кучу талантливых людей, а все вот на этих скалистых, совершенно лишенных жизни землях. А в трейлерах это используется вообще с теми же целями, но более утилитарно, и когда они используются в каждом трейлере, буквально в каждом, неважно, мелодрама дыдыщ, комедия дыдыщ, триллер дыдыщ, а он вышел из магазина дыдыщ, это уже заезжено абсолютно, но родоначальник, тем не менее, Пелешан. Мне особенно сильно нравится в трейлерах, когда полностью затемнен экран, там кто-то шепчет что-то, непонятно даже чего шепчет, и потом раз такая вспышка, и мы видим там, это конец, вылетает какой-нибудь сатана. И да, это хорошие ходы, но опять-таки и Пелешан, и Реджо использовали их редко. Реджо вообще только в одной картине, собственно, в Кенни Скатс, потом он отказался напрямую от этого кадра, стал их более так по-пелешановски уже чередовать. А Пелешан разработал довольно такую длительную теорию. Вообще это редкий случай, когда теоретик пишет теоретические труды. Вот. Эйнштейн писал теорию, Тарковский писал теорию. Практик ты имел в виду? Практик, да, практик пишет теоретические труды. И, собственно, Пелешан. Вообще считается, что последний теоретик был именно Тарковский. Он написал «Запечатленное время». И с тех пор никто из режиссеров теорией уже не занимался. Но забыли о Пелешане, который, в принципе, в 60-х, уже после «Запечатленного времени». Хотя «Запечатленное время» там было издано в 70-х годах. Идеи, статьи были уже раньше. А Пелешан где-то вот к этому времени тоже написал статью, потом издал книгу. Вообще с созданием, надо сказать, нам не очень повезло. Потому что это же Франция, где Пелешана также знают. Это фигура, которая известна, в принципе, в мировом кинематографе. Не только в России, не только в Армении. Понятное дело, если он оказался папой отечественного, то есть не отечественного, папой голливудского трейлера, то значит его знают достаточно много людей. Ну, ты знаешь, не обязательно. Есть куча людей, которые слямзили у нас школу визуальных эффектов, и никто не знает их родоначальников. А то, что называют поэтической документалистикой, в принципе, это картина, которая не имеет четкого высказывания, скажем так. Это высказывание, оно как-то эпически визуально оформлено, но не имеет какой-то конкретной позывной деятельности, как социальный кинематограф, который призывает к какому-то действию или осмыслению действительности, что мы должны видеть мир так, мы должны понять то-то, мы должны увидеть вот такие-то вещи, что происходит в мире, в экономике, в экологии, где угодно. А поэтический кинематограф создает некий образ средствами вот выразительности, не игровыми, который, в общем, придает атмосферу, например, или общий пафос, как вот эта картина «Времена года», но не столько даже о времени года,
сколько о разных природных местах в Армении. Но Там все-таки снег, там в город, подобном там. кинематографе есть какой-то посыл? Может Конечно, быть, он зашифрован, но тем не менее он Он есть. выражен. Это прежде всего сила человека перед природой. Человек противостоит толпе. В картинах Пелешана всегда есть толпа. Опять-таки, это могут быть люди, это могут быть животные, это могут быть груды чего-то неодушевленного, груда камней. Вот. И есть какие-то отдельные люди, которые этому противостоят. Противостоят не в плане какого-то конфликта, не сражаются, или там что-то происходит, но мы можем видеть каких-то героев, которые, вот, несмотря на окружающую враждебную среду, оказываются побежденными. То есть побеждают, не побежденные, они победители этой среды. Так как в той же картине «Времена года» есть водопад, где люди борются, есть замечательный кадр, когда герой, да, пастух с овечками, значит, летит с горы в снегу. Вот, он там катится долго, держит эту овцу, и, в общем-то, уже кажется, что он там погибнет сейчас, но он все равно вылазит с этой овцой из этого сугроба и продолжает как-то шествовать. Молодец. Вот, да, герой, человек побеждает. И вот, но это, конечно, картина все равно ориентирована так или иначе к армянам. Что вот мы армяне, вот мы построили город и на пустом месте. Своеобразная национальная идея в кадре. Такая. Да, он очень, как никто, наиболее связан со своей родиной, со своей природой. Вот он, в принципе, скорее армянский такой, 100% армянский режиссер, хотя он живет сейчас в Москве. Но по духу он остался абсолютно верным, преданным вот своей родине. И все картины, в принципе, про Армению. По крайней мере, это, в отличие от Годфри Реджа, который снимает картину, вообще про цивилизацию, культуру, про конфликты между цивилизацией и человеком, как все, человек гибнет в этой цивилизации, то у Пелешана, в общем-то, этого всего нет. Это картина не про армян, про их земли, а про их образ жизни и про то, вот, геройские подвиги, которые они совершают или совершали. Это не первый и не последний раз, когда мы возвращаемся к этому автору, к Пелешану. Я думаю, что мы еще неоднократно будем его упоминать в каких-то других наших передачах. Потому что это знаковая фигура и для документального кино, и для отечественного кино, для армянского кино в том числе. Спасибо вам за просмотр. С вами был Давид Саралидзе и Игорь Маликов. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Смотрите нас.